Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Всем привет, друзья, канал А-ну-ка Подсобика. Сегодня будем отключать обновление Windows 10. Это видео для тех, кого они капитально достали, либо те, кто хочет просто-навсего ограничить свой компьютер от вот этих вот нападок. Я сам, в принципе, отношусь к таким людям. Ненавижу обновления, ненавижу Windows 10 за вот эти обновления, из-за этих обновлений. Но понимаю, с другой стороны, что они нужны, где-то они полезны, но в то же время, когда вспоминаешь, какие были корявые обновления, какие они ломали и принтеры и все прочее, конечно, противники этого есть и сторонники, не знаю, я вас не призываю их отключать навсегда, я просто покажу разные способы, как это сделать. Перед всеми процедурами, друзья, нужно создать точку восстановления. То есть это на крайний случай всегда советую, перед тем как что-то делать, создайте точку восстановления системы. Делается просто, в поиске пишите панель управления, открываете, заходите в пункт восстановления, тут должны быть выбраны мелкие значки, настройка восстановления системы, вот, внизу такая сноска, вот создать, нажимаете, выбираете дату, сегодня, допустим, у нас 16.04. 2023 год я поставлю и нажимаю создать. Вот перед всеми этими процедурой, перед всей этой создайте точку. Дальше делайте то, что сейчас я буду показывать. Если что-то, даже где-то получится что-то не так, вы всегда можете откатиться. Ну, хотя проблем, в принципе, никаких не должно быть. Вот, точка восстановления создана успешно. Закрываем. Окей. Приступаем. Вы проходите в меню пуск, правой клавишей мыши выбираете параметры, вот сюда нажимаете обновление безопасность, и вот здесь многие об этом даже и не знают, что здесь есть такая фишка приостановить обновление на 7 дней. Вот, вы можете просто нажимать ее, и они вас 7 дней трогать вообще не будут. Это вот просто сделано прям сразу вот здесь. Нажали и на 7 дней про них забыли, потому что часто нужно куда-то отходить, выключить компьютер, а они прут, то есть, ну, мне как бы надо уходить, я не могу оставить компьютер, допустим, будет там перезагружаться 50 раз и все, и мне, допустим, нужно вообще полностью его из сети выключить, мне нельзя оставлять эти вещи в сети, и нужно уходить, допустим, с этого помещения, то есть не все это очень, мне лично, я сам с этим сталкивался, мне это очень неудобно с этими обновлениями, а их как прорывает, они начинают там идти один за другой, да идут колоссальное время, это ужас, да, иной раз по несколько часов даже, наверное, занимает, хотя постоянно обновляюсь. Вот, если это 7 дней вас не устраивает, вот эта вот приостановка, чуть ниже дополнительные параметры нажимаете, и вот здесь вот выбираете приостановить обновление на дату, какую вы хотите, максимум 35 дней. То есть, если вы вот это будете делать, у вас 35 дней вообще не будет. Потом эта дата закончится, они все установятся, и дальше опять можете также пользоваться. Допустим, еще на 35 дней поставить. Но все равно этот вариант, он, как говорится, такой более-менее лояльный. Он и обновления будут у вас все равно поступать, и в то же время вы с ними мучиться не будете. Но просто какой-то вот один день вам надо будет посвятить. Вот вы будете знать, что сейчас попрут эти обновления. В этот день, конечно, желательно, если старый компьютер такой еле-еле тянет все, ну, вы не сможете на нем просто работать. Это все, что я говорю, это касается тех, у кого старые компьютеры. В основном проблема у тех, кто старый имеет компьютер. Ну, типа как у меня не особо мощный компьютер. У тех, у кого мощные компы, им это не нужно. Там все проходит настолько легко, фоново, все даже незаметно это все. А старые компы, это, да, это беда с этой Windows 10, потому что сам намучился. Еще что хотел сказать, это про драйвера. То есть драйвера, бывает, мучаются люди с драйверами, потому что вечно Windows подсовывает свои вот эти драйвера, а нужно конкретные вот те родные драйвера, и надоедает людям вот это мучение, вот эти вот, когда это Windows опять подсовывает свое, и поэтому вот это требуется тоже для этих людей, это будет полезным. Но
Тут есть такая фишка, что вот самым простым способом, вот это я показал вам способ такой классный, хороший, вот этот способ, он отличный, он ничего не затронет, вообще у вас все будет четко, просто-напросто это такой же, как вот откидывание проблемы на какое-то время, и так можно пользоваться бесконечно. Если вот пользуются многие старым способом, через сервис, через службы services.msc, ну вот, допустим, вы можете нажать Win плюс R, комбинацию клавиш, вбить такую вот команду services.msc, в самый низ списка опускаетесь, тут находите центр обновления Windows, тип запуска отключена, выбираете и нажимаете остановить, применить ОК. Вот этот вот способ, он, к сожалению, не всегда срабатывает, даже чаще всего он полностью не срабатывает. Через какое-то время винда все равно начнет устанавливать обновление. То есть на старых Windows это работало, здесь это не работает, не всегда. Это, можно сказать, даже почти никогда не срабатывает. Это также только как-то как временное явление можно рассматривать. Поэтому вот это все, что вы сейчас увидели, это только временно. Но тот способ вы делаете вообще, можно сказать, не отключая их. Здесь вы все-таки их, конечно, отключаете. Вот этим вот вторым способом. Что мы можем сделать, чтобы вот предотвратить как раз вот этот вот запуск ее? Вот, мы еще можем дополнительно, это, конечно, тоже все не 100%, но все-таки увеличит шанс того, что она не включится. То есть вот в эту вкладочку прям рядышком переходим в вход в систему, выбираем с учетной записью, нажимаем обзор. Здесь мы выбираем пункт дополнительно и нажимаем поиск. Здесь выбираем гость, вот это все выделяем, удаляем, нажимаем ОК. Все, друзья, остался у нас редактор групповой политики, который не работает на домашке, но работает на Pro версиях. Win плюс R, gpedit.msc, ОК, входите сюда. Конфигурация компьютера, административные шаблоны, компоненты Windows. И здесь мы опускаемся до центра обновления Windows. Здесь мы, чтобы удобнее было, раскрою на весь экран, нужно найти настройку автоматического обновления. Вот она, настройка автоматического обновления. Прямо два раза клавишей мыши левой. И здесь выбираете «Отключено». Применить ОК. Все. Для тех, у кого домашка, кого домашняя версия, создаете вот такой вот файл в блокноте. В описании он будет, вот эта вся команда. Содержание вот это вот вы должны сюда внести. Она будет в описании в нашем телеграм-канале. Скопируете прямо сюда и введете в блокноте. Все. И нажмете «Сохранить как». Устанавливаете расширение BAT. Выбираете все файлы. И нажимаете «Сохранить». У вас получается вот такая штучка будет. Вам, тем, у кого домашка, нужно будет запустить ее от имени администратора, дождаться окончания установки и потом перезагрузить компьютер, чтобы у вас начала работать редактор локальной политики. Все, друзья, на этом все. Всем пока, до новых встреч.